Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать вот такие образцы шапок, которые вяжутся очень быстро. Вот эти две связаны тунисским крючком, а это обычным крючком. Вы можете связать образцы и посмотреть, который вам больше понравится. Значит, для образца мы возьмем сначала нить одного цвета и наберем 5 воздушных петель. И будем вязать тунисским крючком. Вот, набирайте удобным для вас методом. Вот у меня получилось 2 петли на крючке. Это будет 3, 4, 5. Теперь в работу включаем нить другого цвета. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. То есть 14 петель я набрала. Теперь вводим крючок либо под верхнюю полупетлю, либо сзади за бугорки, кому как понравится. И вывязываем петли. В тунисском вязании это называется подготовительный ряд. Довязали мы темной нитью. Теперь мы должны нити перекрутить. И вязать нитью голубого цвета. Вот здесь в самом начале не пропустите самую первую петлю. Три, 4 и 5. Вот теперь ниточку можно затянуть. И у нас здесь будет ровный край. Теперь мы закрывать должны, то есть провязывать изнаночный ряд. Сначала провязываем одну петлю и потом попарно. 2, 3, 4, 5. Это мы вяжем изнаночный ряд. Теперь мы должны эти нити рабочие опять перекрутить. То есть перекручиваем 2 раза. И опять продолжаем вязать попарно. Довязали мы до конца. Вот эта голубая часть вязания, это будет резинка. Вы ее вяжите, как вы сможете, любым узором. А дальше уже сама шапка пошла. Одна петля есть на крючке. Следующую мы берем за петлю спереди. Три петли провязали. Теперь вы вяжете любым узором
Но обязательно, чтобы был узор из столбиков с одним накидом. Когда вы увидите готовый образец, вы поймете почему. Делаем накид на крючок, крючок в петлю. Я буду вязать обычными столбиками с накидом. И петлю и накид провязываем. Накид, крючок в петлю, вытащили новую, петлю и накид провязываем. Довязали мы темно-синий цвет, и мы должны нити опять перекрутить. И резинку мы должны вязать столбиками без накида, либо другим узором, который вы выбрали, но без накида. Вот не пропускайте самую первую петлю. Четыре. И в самый край пятую. И опять провязываем одну петлю. И затем попарно. Дошли мы до темного синего цвета. Опять перекручиваем нити. И опять продолжаем закрывать изнаночный ряд. То есть мы должны нити разного цвета перекручивать в каждом ряду. Вот у нас пошло расширение уже. Опять 3 петли мы вяжем без накида. Следующие вяжем с одним накидом. И петлю и накид провязываем. Опять мы дошли до голубого цвета. Нити перекручиваем и вяжем уже рисунком
без накида. У меня столбики без накида. И в самый край. Вот одна петля. И вот вторая. Вот так захватываем. Провязываем одну. И затем по две. Провязали резинку. Перекручиваем опять нити. Можно немножко затянуть. И провязываем нитью другого цвета. Вот таким образом у нас пойдет рисунок. И опять вы набираете 3 петли без накида. Вот, а дальше с накидом уже. Причем накид делаете от себя. Обратный накид. Не к себе, а от себя. Тогда у вас легче будет он провязываться. Вот. И не забывайте в каждом ряду нити перекручивать. То есть, это вот мы вяжем сейчас лицевой ряд. Перекручиваем. Можно затянуть потуже. И вяжем уже столбики без накида. Вот здесь за 2 петельки берите, чтобы не вытянулось. Довязали резинку. Опять перекрутили нити. Затянули потуже. И опять провязываем. Итак, мы должны вязать до тех пор, пока резинка у вас не будет обхватывать голову. То есть, ну, как обычно, резинка вяжется. Ну вот, довязала я образец до конца. И вот такой эффект получается. В связи с тем, что мы перекручивали нить в лицевом ряду и в изнаночном, столбики получились под наклоном. Не прямо, а под наклоном.
Теперь мы должны нити стянуть донышко и сшить. Берем иголку и стягиваем донышко. Вот дошли мы до конца донышка. И теперь стягиваем. И вот получается у нас шапочка вот с таким эффектом столбиков под наклоном. Ну вот, сшила я шапочку, вернее образец. Натяните здесь потуже и сделайте помпон или кисточку придумайте. И вот такой образец у нас получился. Теперь мы с вами свяжем другой образец и тоже тунисским крючком. Набираем 5 воздушных петель. Вот у меня 2 на крючке. 3, 4, 5. Вводим в работу нить другого цвета. Провязываем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. И точно так же из полупетель верхних набираем новые петли. Можно из бугорков сзади. Кому как нравится. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. То есть мы набрали 14, а получили 13 петель. Будет всегда на одну петлю меньше. Теперь мы нити рабочие перекручиваем. И в самую первую петлю, не упустите ее, набираем петли для резинки. Теперь мы должны провязать изнаночный ряд, то есть закрыть петли. Провязываем одну и затем попарно. Теперь мы рабочие нити опять должны перекрутить. И вязать вот нитью розового цвета. Тоже по 2 петли.
Так, довязали мы ряд до конца. Одна петля есть на крючке. Из одной вывязываем одну петлю. Из другой петли вывязываем другую. Дальше мы вяжем столбиками с накидом. Причем в первую петлю после донышка вяжем 2 столбика с одним накидом. Вот мы один провязываем. И сюда же вяжем второй. Затем мы вяжем по одному столбику в каждую петлю. Причем накид делайте обратный, то есть не к себе прямой накид, а от себя делайте накид, тогда легче провязывается он. И вот дошли мы до того места, где у нас осталось две петли. Вот эти 2 петли мы должны провязать вместе. Накид и эти 2 петли вместе. То есть здесь мы вязали из одной петли 2 столбика, а здесь 2 петли вместе соединили. Перекручиваем опять рабочие нити. И вяжем обычные столбики без накида. Вяжем резинку. Вот здесь можно подзатянуть немного. И опять вяжем одну петлю, закрыли, и попарно. Итак, резинку мы закончили. Теперь мы должны нити опять перекрутить. Затяните их тут немножко. И вяжем розовой нитью. Довязали мы до конца, и вот у нас осталось 2 петли на крючке. Теперь мы включаем в работу еще одну красную нить. То есть вот клубок у нас, он идет, вот резинка клубка, вот клубок и резинка. А мы берем еще одну нить. И этой нитью красной, новой, от другого клубка или от пасмы, закрываем последние 2 петли. И уже вяжем нитью красного цвета. То есть набираем 3 петли без накида. Затем в одну петлю
вывязываем 2 столбика с одним накидом в эту же петлю, второй столбик, а дальше в каждую петлю по одному столбику. Вот дошли мы, 2 петли у нас есть, делаем накид, 2 петли провязываем вместе, теперь мы подходим к резинке. Вот эти 2 красные нити от резинки и от самой шапки перекручиваем. Перекрутили потуже их. Здесь мы вязали первый ряд столбик без накида. Сейчас можно провязать столбик с накидом. И закрываем. 1 петля. И дальше по 2. Дошли мы до резинки. Опять рабочие нити. Вот эти 2 красные, которые мы включили и которые вязали ранее. Опять мы должны перекрутить. И затяните немножко. Главное, не перепутайте. Значит, нить, которая от резинки, вот она должна на резинке остаться. А нить, которой мы вязали этот ряд, должен его же и провязывать. То есть перекрутили, и вот этой нитью, которой мы вязали основное полотно, и закрываем петли. Вот 2 петли у нас осталось. Значит, мы берем в работу опять нить розового цвета. И эти 2 петли закрываем. И опять набираем, чтобы у нас было на крючке 3 петли без накида. Затем в 1 петлю идут у нас 2 столбика с одним накидом. Вот 1. И в эту же петлю 2. Затем вяжем по 1 в каждую петлю.
И вот здесь не ошибитесь. Вот осталось два столбика, 2 петли перед резинкой. Делаем накид, 2 провязываем вместе. Дошли до резинки. Нити перекручиваем. Затягиваем немного. И теперь вяжем резинку столбиками без накида. То есть мы будем один ряд провязывать столбиками с накидом, а второй ряд без накида. Вот у нас 4. И пятый берем с краю. И провязываем 1 петлю, 2. Дошли мы до края резинки. Опять нити перекручиваем. Затягиваем посильнее. И провязываем по 2 петли вместе. Так, у нас 2 петли. Берем опять красный цвет, который вот здесь у нас вверху, и закрываем эти 2 петли. И уже видно, что рисунок пошел под наклоном по отношению к резинке. Давайте еще провяжем пару рядов. Значит, 1 петля есть красная у нас. Вывязываем 2 без накида. 3 без накида. В следующий столбик мы вывязываем 2 столбика с 1 накидом. Вот 1. И сюда же вывязываем 2. Затем мы вяжем столбики с накидом в каждую петлю. Что еще хочу сказать? В зависимости от того, как вы хотите наклонять эти полосы, то есть либо плавно, либо, может быть, еще под более острым углом, вы после донышка вяжете 3 столбика в 1 петлю, или как я 2. Если вы вяжете здесь 3 столбика, то значит и здесь вы должны 1 столбик в 3 петли провязать. И тогда у вас наклон будет более крутой. Ну, потренируйтесь, посмотрите, что получится. Накид. И берем эти 2 последние петли. И провязываем столбик 1 только. Теперь мы красную нить от резинки и красную от основного полотна обязательно должны перекрутить. И теперь мы переходим опять к резинке. Если напротив розовой полосы мы вязали резинку столбиками без накида, а в красном мы вяжем резинку столбиками с накидом, значит, мы здесь вяжем столбики с накидом.
Вы себе определитесь, в каком ряду какие будете вязать столбики. Ну, вот у меня напротив красных полос будут столбики с накидом. Вот. Теперь провязываем, значит, одну петлю и попарно. Дошли мы до резинки. Значит, у нас нить резинки и нить основного вязания. Мы их должны перекрутить. Причем не перепутайте, какой нитью что вы вяжете. И затянули немножко. И дальше вяжете. Закрываете петли. Довязали до конца, осталось 2 петли. И включаем в работу нить розового цвета. Давайте еще немножко провяжем. Вот, закрыли. Опять вяжем столбики без накида. Затем в одну петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Сюда же вот еще один. Затем вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю. Дошли мы до резинки опять. Вот у нас 2 столбика осталось. Делаем накид. 2 петли вместе. Перекручиваем рабочие нити. Подтягиваем. И как мы договорились, при розовой полосе мы вяжем резинку без накида. Вяжем резинку столбиками без накида. Закрываем одну петлю, 2. Дошли мы до резинки. Опять нити рабочие должны перекрутить. Вот мы их перекручиваем. И вяжем опять нитью розового цвета. Закрываем ряд.
То есть это у нас изнаночный. Опять осталось у нас 2 розовых петли. Мы меняем на нить красного цвета и закрываем. Опять провязываем столбики без накида. Затем в одну петлю вывязываем 2 столбика с одним накидом. Как я уже говорила, можно и 3 сюда вязать. Тогда закрывать надо будет 3 петли. Затем по одному идет у нас. Вот, как я уже говорила, можно 3 закрыть. И здесь 3. Но поскольку мы закрываем по 2 петли, вот мы будем 2 петли вместе и провязывать. Теперь мы должны перекрутить нить от резинки и от основного вязания. И вяжем здесь столбики с накидом, как мы и договаривались, что в красных полосах будем вязать столбики с накидом. И 5-й столбик провязали. Теперь мы опять закрываем. Сначала провязываем 1 петлю, а потом по 2. Дошли до конца резинки. И нити опять перекручиваем. Не забываем, какая от чего идет. Вот, от резинки, а это основная. Значит, мы перекручиваем и вяжем нитью основного цвета. Это для того, чтобы не было дырки и наклон был лучше. И опять включаем в работу. Вот 2 петли осталось. Включаем в работу нить другого цвета. Закрываем всегда нитью другого цвета. Вот. И уже видно, что полосы пошли под наклоном. Значит, здесь мы убавляли 2 петли и прибавляли 2. Если вы убавите 1, 2, 3, то оно у вас еще более нагнется. Ну вот, довязала я образец. Вот так у нас получилось. Теперь мы его должны опять же сшить. То есть, так же, как и в этом образце, собираем нитью донышко.
Вот, стягиваем и сшиваем. Ну и вот такая вот шапочка у нас получилась. Значит, в зависимости от того, сколько вы петель на донышко положите, у вас она будет разной формы. Сюда помпон можно пришить. Вот видите, здесь одно количество, здесь другое. Значит, шапку вяжете до того размера, чтобы у вас резинка была на обхват головы. Теперь я вам покажу еще один образец, но уже обычным крючком. Значит, набираем также воздушные петли. Вот у меня 2, 3, 4, 5. Это для резинки я наберу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Теперь берем нить другого цвета. И теперь мы набираем новой нитью 2 воздушные петли. В следующую петлю вывязываем столбик без накида. И вывязываем еще один столбик без накида. То есть в итоге мы вывязали 3 столбика без накида. Дальше вяжем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, провязали мы 10 столбиков с одним накидом и вяжем 11. Причем 11 мы не довязываем, а берем нить другого цвета и закрываем эти 2 петли. И далее вяжем резинку, накид, вытащили петлю и все 3 петли провязали вместе, то есть незаконченный столбик с одним накидом. Накид, петлю, накид, крючок в петлю вытащили новую и все 3 петли провязали. Накид, крючок в петлю вытащили новую и все 3 петли провязали. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. И вот здесь сзади косичка у нас есть. Мы вот за эту полупетлю будем вязать незаконченный столбик с одним накидом.
Вот у нас сзади косичка видна. И за полупетлю, которая ближе к нам, мы и будем вязать незаконченный столбик с одним накидом. И в последний столбик резинки вяжем тоже незаконченный столбик, но мы его не заканчиваем этой же нитью, а меняем на другой цвет. Вот так мы его закрываем. И теперь мы вяжем столбики с одним накидом. Вот у нас косичка сверху, за петлю, которая ближе к нам. Обычные столбики с одним накидом. Вот косичка. И вот за эту петлю, которая к нам ближе. Вот она хорошо видна. И вот за эту полупетлю мы будем вязать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 и 11. А дальше у нас идут 3 столбика без накида. Вот 1, 2 и 3 в самый край не забывайте. И 3 столбики без накида. Теперь мы делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и вяжем столбики без накида за, вот косичка вверху, за заднюю полупетлю. Это у нас уже будет 2 столбика без накида. Это будет 3. Затем мы вяжем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
И вяжем 11, но закрываем его той нитью, которой у нас вяжется резинка. И вяжем резинку незаконченными столбиками с одним накидом. Вот у нас вверху косичка. Вот впереди видна. И вот сверху. И вот сверху за заднюю полупетлю вывязываем незаконченный столбик с одним накидом. То есть сделаем накид, вводим крючок под полупетлю и все 3 петли провязываем вместе. Опять делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание, накид на крючок. Вот у нас косичка вверху, а вот есть перед нами косичка. И вот за эту полупетлю вывязываем незаконченный столбик. Сюда мы тоже его практически вывязали, но закрываем нитью основного цвета. И опять вяжем столбики с одним накидом за переднюю полупетлю, которая ближе к нам. Делаем накид. Вот у нас сверху косичка. И вот за эту полупетлю, которая ближе к нам, вывязываем столбик с одним накидом. Итак, мы должны вязать до донышка. То есть в данном случае у меня 11 столбиков с одним накидом. Проверяем. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 3 столбика без накида. Один, 2 и 3. И опять 1 воздушная петля подъема, поворачиваем. И вот такой рисунок у нас получается для шапки. Когда достигнем нужного размера резинки, вот такая резинка получается, то нить дополнительную отплетаем и сшиваем. То есть сначала
Опять собираем макушку, стягиваем и сшиваем. Ну вот, довязала этот образец до конца. И вытаскиваем бросовую нить. Для чего она нам нужна была? Чтобы при сшивании шов не стягивался, не был жестким. Вытаскивайте, не боясь, не распустится от крючка. Это не спицами связано, крючок можно распускать, убирать рабочую нить, она, вон, не распускается изделие. Но зато при сшивании у вас не будет тянуть шов. Ну вот я довязала образец до конца. Вот такая шапочка у меня получилась. Тоже сделайте помпон, и будет законченный вид. Итак, мы связали 3 образца вот таких шапочек. Ну, а вам уже выбирать, какой вам понравится. Свяжите тоже такие образцы и уже выбирайте. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.